Отжимаясь на слона где-нибудь в горах, меня иногда посещали мысли: все, пора покупать более легкий мотоцикл. Под понятием легкий мотоцикл я имею в виду Hard Enduro. Почему Hard? Постоянные зрители моего канала знают, что на данный момент я нахожусь в Грузии. Это маленькая красивая страна, в которой есть просто неимоверное количество маршрутов и локаций. Путешествовать по ней одно удовольствие, а самые красивые виды, как всегда, расположены в труднодоступных местах. И если говорить о более легких мотоциклах, на ум мне приходит всего несколько моделей, которые действительно интересны именно для меня. Это Suzuki DRZ 400 версии Enduro, Husqvarna 701 и KTM 690 версии Enduro, что практически одно и то же. И если с внедорожными характеристиками у них все в порядке, то езда по асфальту на них — это просто пытка. Это такие универсалы с уклоном на оффроуд, а имея определенный скилл, можно заехать практически так же на среднекубатурном Tour Enduro, при этом не сильно ущемляя себя на асфальте и кайфуя на серпантинах. Малокубатурный софт Enduro наподобие Honda CRF 300, VOG 300 Rally я не рассматривал по тем же причинам. Да-да, я знаю, что есть еще китайский Kowi 450 Rally и еще масса интересных китайских мотоциклов. Но все-таки я стал смотреть в сторону Hard Enduro. При условии постоянных тренировок я закрываю все свои потребности, а это тренировки и прокачка скилла на легком мотоцикле, покатушки на куда более сложных рельефах и возможность участия в соревнованиях. Нет, я вовсе не хочу завязать с Tour Enduro, а скорее наоборот, но и не помешало бы иметь в гараже хотя бы один Hard. Это история его покупки, почему я выбрал Риеху и первые ощущения от этого мотоцикла. Итак, поехали! Маршрут построен. Как только я внутри для себя решил, что мне нужен Hard, стала появляться цепочка событий, которые подвели меня к покупке и выбору мотоцикла. Рассматривал только новый Hard Enduro, потому что искренне считаю, что покупка бэушного аппарата, тем более Hard Enduro, это такая очень своеобразная лотерея. И можно купить кота в мешке. Здесь техника бэушная в очень укатанном состоянии. Все катаются по горам. Внутренний рынок самой Грузии бэушных мотоциклов Hard Enduro, он очень узкий, маленький, выбора практически нет. В хорошем состоянии Hard Enduro в Грузии очень тяжело купить. Первым делом мне необходимо было решить, брать 4 такта или 2. Это первое, с чем вы столкнетесь при выборе харда. Все-таки решил остановиться на двухтактном, и вот почему. Прежде всего, для меня это новый опыт. Я присматривался к покупке харда с объемом двигателя в 300 кубических сантиметров, а они, как известно, обладают своеобразным взрывным характером. И честно, сначала были опасения, что 2 такта могут мне не зайти. Вес, хорошая тяга снизов, более злой динамичный характер моторов и советы более опытных хард-эндуристов сделали свое дело. Решение принято, ищем двухтактный хард. Как вы все знаете, что я фанат бренда KTM, и, естественно, в первую очередь я подумал о двух мотоциклах. Это Husqvarna и KTM, 300-ки двухтактные, и к ним же добавились ГАЗ-газы. Я приехал в Хаски Центр по совершенно другим делам. Мне необходимо было установить прошивку на Norden. Я зашел в шоурум, посмотрел эти мотоциклы. В принципе, меня все устраивало. Узнал цены. Скидок, к сожалению, они не делают, но в принципе цены здесь в Грузии достаточно демократичные. ГАЗ-газ EC300 23 года был в наличии, но у него старая подвеска с открытым картриджем и еще несколько нюансов для уменьшения стоимости. И не понравился цвет. KTM 300 EXC 24 года был в наличии, устраивал практически всем, но хотелось заднюю подвеску с прогрессией. Husqvarna TE 300 24 года понравилось, но в наличии не оказалось и надо было ждать 3-4 месяца, а сейчас самый сезон и очень не хотелось его пропускать. Все мотоциклы по факту очень похожи, так как их выпускает один концерн. Подвеска VP, инжектор, конструктив мотора с балансирным валом и прочие элементы и технологии.
Через несколько дней так получилось, что я приехал со своим другом в магазин покупать экипировку. Магазин называется Bikeland, и увидел Riejo MR300 в версии Six Days 22 года. У вас бывало такое чувство, что вот ходишь, ищешь и ничего не цепляет, а потом появляется вариант, который сразу тебе заходит? Так вот это как раз тот самый случай. Этот хард так запал мне в душу, что последующие 2 дня я ходил, гоняя мысли в голове. Зачем тебе он? Эмоции победили разум, и вот мы с друзьями едем в мотосалон покупать Riejo. Я нахожусь вместе с Андрюхой, еще одним нашим другом Серегой. Мы приехали в мотосалон Bikeland. Сейчас хотим прикупить вот этот аппарат. Это Riejo в максимальной версии Six Day Friends. В топовой комплектации. Сейчас разговаривали с продавцами, может быть нам сделают еще скидочку. Одна версия называется Ranger, это самая максимально простая. Что по деньгам они хотят за нее 7200 евро. И это максимальная версия, топовая версия Six Days. Она стоит 8,5 тысяч евро. Классный коник, высокий пипец, как 890 стоять на носочке. Сухой вес аппарата 105 или 106 килограмм, вообще легкий. Класс. Ребята, я иду из шоурума, переговорили с директором. Короче, дают скидку в 500 евро. Это плюсы, наверное, блогерства. Сделали скидос 500 евро. Выходит он 8000. Сейчас будем проверять его, тестить и оформлять. Это мой первый опыт покупки техники, мототехники в Грузии. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, как они делали предпродажку. Хорошая новость в том, что там вот за спиной есть сервис, в котором, я надеюсь, будет еще пропитка для воздушного фильтра. Надо узнать, они делали это или нет, потому что мы хотим поехать сегодня на грунт, если получится успеть. И нам необходимо пропитать воздушный фильтр еще, чтобы все четко было защищено и мотор не наелся пыли. Давайте я немного расскажу про сам мотосалон Bikeland. Находится он в Тбилиси, и как оказалось, там достаточно приличный выбор мотоциклов и прочей разной мототехники. Кроме, собственно, Riejo, они являются официальными дилерами MV Agusta и Benelli, а также представителями многих других известных мотобрендов. Помимо новой техники, здесь есть и подержанные мотоциклы в отличном состоянии. Пожалуй, в этом мотосалоне самый большой выбор мотоциклов в Грузии. Есть приличный выбор экипировки и расходников, ну и, конечно, сервис и ремонт мотоциклов. Ссылочка на магазин будет в описании под видео. Dragster RR. На базе одного двигателя сделано 800 кубового, 798 кубических сантиметров. 3 модели. Мотор один, разные версии, наверное, прошивки. Супер Велочи S, 26 тысяч евро. Чистый ретро дизайн. Прикольно сделан. Здесь Кая, внедорожная техника, квадрики, там дорожные мотоциклы у них. Резины достаточно много, экипа, расходников. По иронии судьбы, мотосалон называется Bikeland. Ребята, продажу. Здесь воздушный фильтр с увеличенной площади, не просто круглый, видите, для того, чтобы больше воздуха пропускал. Сейчас его будем заводить, проверять номера. Сегодня надо поставить его на учет. По законам Грузии надо будет поставить любое транспортное средство, ставится на учет на номера. Но возить мы их потом не будем, просто документики будут и все. Короче, делают услугу, постановку на учет. Ехать самому никуда не надо. Сейчас отдам документы, подпишу бумаги. И на этой машине привезут прямо к дому. Мы находимся в гостях у Сережи в Тбилиси. Вот, и сегодня попробуем, если все успеем, выкатиться, затестить аппарат. Вот, расскажу первые впечатления. Сейчас будем заводить. Завели первый раз.
Уже после покупки, зайдя на сайт Rieho, я нашел там информацию, что MR300 в комплектации Six Days Friends выпущены лимитированной версии всего в 200 штук на весь мир. И один из них у меня. Это очень круто. Rieho — это бывшая компания ГАЗ-ГАЗ до покупки ее КТМ. Многие знают их по отличным триальным мотоциклам. Думаю, что это немного сказалось на геометрии рамы. По факту, это практически эндуро-мотоцикл ГАЗ-ГАЗ образца 2018 года, без каких-то существенных переделок. Мод управляется буквально силой мысли, на тропинках и местах, где необходимо ювелирное управление. Косяки в технике управления сразу сказываются на более легком мотоцикле, и мне однозначно есть куда расти. Более тяжелые тур-эндуро не так критично относятся к распределению веса райдера на мотоцикле. И чем тяжелее мотоцикл, тем меньше это выражено. Случилось ЧП, Rieho сдохла, не заводится что-то. Слушай, у них... Иван, на скорости стоит? Нет, на нейтрале. Ехал, потерял тягу, все, топливо есть. Ничего не стучало, не бренчало, и как бы такая херня. Что это такое? Ужас! А виды-то какие виды? Сейчас будем звонить в сервис-центр, разбираться, в чем дело. А это челка или как он? По-моему, Эндрю во всем виноват, я думаю. Ну что, ребятки, испаночка оказалась с норовом. Он отработал всего 2,5 часа, после чего он заглох, и больше мы не смогли его завести. Все попытки его завести оказались тщетными. Я даже высадил аккумулятор, и на следующий день я связался с салоном. Мы стали у них консультироваться, что произошло с мотоциклом, который был новый с коробки. Соответственно, толком ничего никто сказать не мог, сказали привозите в сервис. Первичный осмотр мотоцикла, он ничего не дал толком. Было подозрение, что что-то не работает с подачей топлива. Здесь стоит 38-й Кейхен, болт качества смеси на этих карбюраторах пластиковый. И в какой-то момент он просто сломался. Надо отдать должное дилерам, что они пошли навстречу, предоставили нам эту запчасть абсолютно бесплатно, после чего была по каталогу подобрана свеча на этот мотоцикл. С завода идет свеча компании Denso, номер где-то и фотографию увидите где-то тут. Но я поменял свечу другого производителя, компании NGK. Взял еще одну в запас, и после установки новой свечки мотоцикл завелся сразу. Есть подозрение, что это свеча Denso от неправильной настройки, от, наверное, переобогащенной смеси. Она просто сдохла и не было нормальной искры. Самым сложным оказалось найти какой-то материал по настройке этих карбюраторов, по настройке этого мотоцикла. Я нашел такой ролик на ютубе, внимательно посмотрел, сделал все шаги. То есть мотоцикл поддался регулировке, была отстроена смесь нормальная. И сейчас мотоцикл, в принципе, заводится классно, идеально на холодную. Мотоцикл заводится на горячую. Сегодня будут какие-то тесты. Вот я еще не установил седло и не поставил боковую крышку, чтобы было наглядно видно его немного изнутри. Мы решили сегодня откатать трек один интересный по верхам. Так как мотоцикл на обкатке проехал всего лишь там, порядка 25-50 километров, по мануалу Rieho обкатка должна осуществляться и газ можно открывать только на 50% диапазона. Поэтому сейчас буду стараться грамотно обкатать мотоцикл, особо люлей ему раздавать не буду, но после настройки прям чувствуется, что мотор хорошо набирает обороты, мотоцикл стал меньше дымить, и я надеюсь, что сегодня все будет отлично. Вот такие новости пока происходят с этим мотоциклом. Вчера приехали еще к официальному дилеру КТМ Husqvarna и ГАЗ-ГАЗ компания Husky. Находится в другом районе Тбилиси. Я еще раз посмотрел внимательно на 300-ки двухтактные этих производителей и понял, что все-таки я не ошибся с выбором. Все остальное покажет уже время. В принципе, сейчас мотоцикл очень нравится дизайн, его компоненты. Я надеюсь, что мотик наконец-то будет служить верой и правдой. После того, как я все это отстроил, я его немножко
Протер, помыл, обслужил. Надеюсь, найду с мотоциклом хороший коннект. Он не будет ломаться, будет приносить только удовольствие. Поэтому пока вот такие вот новости. Давайте пройдемся по компонентам, из которых собрали эту испанскую бестию. Стоит с завода классный, дорогой руль, ренталовский руль серии Twinwall. Он двухслойный. Здесь отчетливо видно, что это один слой, и вот более темный, это уже второй слой для увеличения прочности. Вот так все здесь сверху сделано. Хорошее, классное решение для снова усиления. Это вот перемычка сверху ставится. Гидравлическое сцепление Магура прошлых поколений. Пока не совсем нравится, что так идеально работает. Буду с этим тоже разбираться. Дальше буду давать вам отчетики. Две карты зажигания. Это дождь и солнце. Дождь более техничная езда, там где меньше нужна пробуксовка. И солнце это полная мощность. Мотик легко встает на заднее колесо на ней. Здесь пульты. Им я, кроме кнопки стартера, не пользуюсь от слова совсем. Возможно, переделаю вот этот узел. Карты зажигания удобно находятся под рукой, под пальцем. Всегда можно быстро, оперативно переключить. На этой стороне глушилка двигателя. Я установил по американскому варианту защитные гарды. Многие катают без них. Пока идет интенсивная эксплуатация и обучение, я думаю, что лишним поставить их не будет. Поставил от компании Polysport. Здесь хорошо видно фрезерованные траверсы X-Trick Rocks. Это сейчас на многие модные мотоциклы ставят. И отличная подвеска Kayabe Technical Touch. Вот здесь видно отчетливо хорошее вот это покрытие специальное для того, чтобы было лучше скольжение. С завода нормально, грамотно установлены все уплотнения. Здесь уплотнение для того, чтобы не попадала вода. И тут стоит тоже резиновое уплотнение. Все в смазке. Вот, я думаю, что этот узел тоже будет хорошо и долго работать. Тормоза Nissin. На удивление идеально работают, очень классно прогнозируется, прожимается дозировка одним указательным пальцем. Обратите внимание на переднюю фрезерованную ступицу. Отчетливо видно передний плавающий тормозной диск. Вот, например, на КТМах на многих ставят просто диск не плавающий. Здесь такой вариант исполнения. Диски увеличенной прочности XL Takasago. Спицы очень толстые, толще, чем на КТМах 890-х. То есть сразу видно, что колесо собрано для тяжелых нагрузок. Это двухсоставная задняя звезда. Вот это алюминий, здесь сталь. Позволяет добиться прочности, как у стальных звезд, но при этом намного меньше вес. Здесь же можно видеть фрезеровку задней ступицы. Вот посмотрите, насколько технологично все сделано. Вот это вот опоры спиц, и лишний материал весь выбран для того, чтобы убрать лишний вес. Сальниковая цепь, замок не клепается, разъемный. Не знаю, для чего это сделано. Цепь золотая. Все очень гармонично и красиво смотрится. Судя по отзывам пользователей, которых есть этот мотоцикл или подобный двигатель, слабое место у него это бендик стартера. Он отъезжает очень быстро, говорят, что у кого-то на 10 часах, у кого-то на 20, но в принципе все решают в России проблему одинаково. Это комплект от Сергея Калины, вот мне его передали. Сергей, спасибо тебе огромное, ссылочка на него будет в описании под роликом. Значит, вот этот комплект бендикса я пока ставить не буду, но как только он сломается, скорее всего, он будет заменен. Ну, либо при каком-то техническом обслуживании, я думаю, что я его поменяю. Всегда, в принципе, будет ездить в зипе, так как мотоцикл не катается по дорогам общего пользования. Я думаю, что не проблема его положить в машину, и где-то даже, имея набор инструментов, можно быстро поменять. Здесь все уже запрессовано, опрессовано. Вот так вот аккуратно все выглядит. Мне нравится качество изготовления, фрезеровки. Все покрашено. Класс.
Так что, кому надо, вот обращайтесь к Сергею Калине. Парень делает вот такие классные вещи. Здесь отчетливо хорошо видно сам карбюратор. Техин ПВКС 38. Вот сломался вот этот пластиковый болт регулировки холостого хода. Он поднимает саму заслонку. Не знаю по какой причине, может быть был брак болта, может я с кривыми руками туда полез. И я про него рассказывал, что ребята дали его бесплатно, заменили. Спасибо огромное им за это. К качеству сборки мотоцикла вообще никаких нареканий нет. Также существуют метки. Все классно, грамотно прикручено. Все болты, все протянуто. Замечательно все работает. Никаких пока вопросов нет. Но сейчас идет обкатка, повторюсь. Ничего, ни один болт не потерян. Все хорошо. Тут отчетливо вы можете видеть сами подножки. Производитель это S3, это тюнинг. Очень легкие, ничего лишнего. Соответственно, здесь не задержится, естественно, грязь. Достаточно функциональный и широкий. Эта подножка шире, чем на КТМах стоковые. Стоять очень удобно. Лапка также складывается. Немного хочу рассказать. Вот здесь вот этот краник, где положение резерва и положение выключено и включено. Вот здесь намучился я немножко с ним, укоротил немножко забор топлива. Резерв наступает, когда вот до этого ребра доходит. Вот как раз сейчас на резерв переключено, то есть топливо в этом кармане. Бак немножко неправильной формы, чтобы с той стороны можно было добраться до свечки. Вот здесь отчетливо видно, что есть очень хороший доступ к свечке. Можно ее будет оперативно и быстро выкрутить и посмотреть, в чем дело. В версии 6 сразу установлен с завода вентиляторная система охлаждения. Докупать ничего не надо, кроме защиты радиаторов. В этом смотровом окне масло, где работает коробка из сцепления. Сейчас все залито с завода, я ничего не сливал, не менял. Вот. И видно, что уровень выше, чем надо. Коробка из сцепления работает пока нормально, сцепление немного ведет, но я думаю, что регулировками мы это все попробуем убрать или прокачкой. А так вопросов пока никаких нет. Вот это большая гайка, это регулировка мощностного клапана. Мотик полностью аналоговый. И мне очень нравится то, что здесь можно пробовать его настраивать под любые рельефы, высоты, когда вы можете на что-то повлиять. Так как на мотоциклах TBI там просто есть две карты и вы ничего там не можете сделать. Здесь можно пробовать регулировать мощностной клапан, карбюратор и таким образом добиваться максимальной производительности двигателя в разных гонках, на разных рельефах. Пока все выставлено с завода в среднее положение, сюда я не лазил, сейчас в этом нет никакого смысла и толку. Я пока прохожу обкаточку. Вот так выглядит кастомный резонатор. Здесь видно красивые сварные швы. Многие напрягается из-за того, что он ржавеет, зачищает. Можно зачистить скотч-брайтом, обработать ВДшкой. Но я пока оставил так. Мне нравится этот стиль, что-то похожее на стимпанк. Вот. Есть в этом какой-то шарм. Чуть попозже буду приобретать защиту. Отрадно, что на этой модели есть кик, который достаточно хорошо функционирует. Мотоцикл легко заводится с кика и на холодную, и на горячую. Также есть сразу защитные крышки компании Полиспорт. Это все было установлено в этой версии с завода. И сама защитная защита двигателя. Снизу она же прикрывает сразу прогрессию. Видите? Амортизатор тоже Kayaba Technical Touch со всеми возможными регулировочками. Сейчас все настроено под мой вес, согласно мануалу и моим ощущениям. Ну, дальше только надо вкатываться и понимать, куда что крутить. Установлены сразу защитки на раму. Здесь вот видите смотровое окошечко для уровня, чтобы не тереть раму. То есть мотик с завода весь подготовлен. Практически ничего не нужно делать в нем. Хоть на глушителе и написано Rieho, есть подозрение, что это какой-то тюнинговый выхлоп, потому что он достаточно громкий и у него есть интересный классный звук.
Вот эту штучку поставил я, это обычный AliExpress, просто при падении, чтобы меньше повреждать глушитель. Глушитель разборный, в мануале написано, что можно откручивать и периодически надо будет менять набивку. Задние тормоза тоже компании Nissin. Повторюсь, очень классно, все прогнозируемо, идеально работает, вообще вопросов к тормозам нет никаких. Вот так выглядит лапка тормоза. Для того, чтобы при падениях не завернуть ее обратно, нужно будет установить тросик. Здесь есть специальное отверстие. Пока не нашел места, куда его крепить с этой части. Но с этим тоже чуть попозже разберемся. Тросик уже найден. Скоро буду ставить. Доступ к воздушному фильтру производится одним движением руки. Сейчас. Вот эта накладка, она снимается. И здесь вот видно отчетливо воздушный фильтр. Я снял седло для того, чтобы показать вам литиевую батарейку. Она практически ничего не весит. Весь вес ее, ну, по ощущениям, я не знаю, как пустая вот эта пластмассовая банка. Очень легкая батарейка, классное решение. И здесь же можно увидеть модуль управления зажиганием. Вот так все собрано в отдельной нише, чтобы туда меньше пыли и грязи попадало, видимо. Ранее в ролике я говорил, что мне пришлось повозиться с мотоциклом. Для этого пришлось снимать пластик. Пластик и бак снимаются за считанные там секунды или там пару минут. Бак крепится всего одним болтом. Все очень быстро и технично разбирается. Мотоцикл можно быстро разобрать весь за считанные минуты. Задний фонарь светодиодный. Единственное, что мне пока не нравится в этом мотоцикле, это фара. Здесь обычная галогеновая лампочка. Я думаю, скоро мы заменим ее на нормальную, хорошую светодиодную. На всякий пожарный случай, если застрять, допустим, в темное время суток где-то на дороге. На данный момент мотоцикл на обкатке, и я проехал на нем чуть меньше 200 километров или примерно 10 моточасов. Весь пробег по горам в окрестностях Тбилиси. Настраиваю подвеску под себя, привыкаю к мотоциклу и новым ощущениям. Я пока не смог раскрыть даже половину его потенциала и очень надеюсь, что получится повысить свой скилл. Пока не пройдена обкатка, я не откручивал ручку газа на 100%. Парни, но то, что этот мотоцикл творит из коробки и как отдает мощность даже на обкатке, приводит меня в полный восторг. В общем, как вы понимаете, я нисколько не пожалел о покупке, хотя она скорее была эмоциональной, а для меня открылись новые горизонты и цели. Спасибо моим друзьям, с которыми мы очень круто провели время в чисто мужской компании, весело отрываясь на вилле. Отдельный респект моему другу Сергею, с которым я дружу уже 26 лет. Он настолько проникся классом тур-эндуро, ездой по оффроуду, что прикупил себе 890 КТМ и хард-эндуро Husqvarna FE 250 24 года. Но это уже другая история, и я ее расскажу немного позже. Хуёво жить, не запретишь. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео, всем пока.